Привет всем, Арми. По всей видимости, хотя Чингук и не был в центре внимания, Тэхёна сразу же связались с Чимином, просто потому что на фотографии, которую Чимин опубликовал сегодня, он, похоже, купил iPhone 17 Pro Max, точно такую же модель, как у Тэхёна, Чингука и даже Намджуна. Честно говоря, сейчас все очень сосредоточены на всем, что связано с iPhone 17 Pro Max, телефоном, который многие покупают в наши дни из-за его отличных характеристик и современного дизайна. У моего племянника синий, у друга и соседа оранжевый, точно такой же, как у Намджуна, и их очень часто можно увидеть повсюду, потому что это популярное и качественное устройство. Многие не знают, что iPhone Чимина не белый, как некоторые утверждают, а серый. iPhone 17 Pro Max выпускается только в 3 цветах – сером, оранжевом и синем. Черной версии, как утверждали некоторые, не проверив информацию, нет. Если Чимин решил купить такой телефон, чтобы идти в ногу со временем и иметь телефон, как у его коллег по группе, Тэхёна, Чингука и Намджуна, я рада за него, потому что это хорошая покупка и качественный продукт. Но абсурдно то, что люди продолжают связывать Чимина и Чингука с этим телефоном только потому, что у них одинаковая модель. Их следует оставить в покое и уважать их личное пространство. Важно знать факты. iPhone 17 Pro Max доступен только в 3 цветах. Космический оранжевый, который есть у Намджуна, глубокий синий, который есть у Чингука, и серебристый, который есть у Тэхёна, и который сейчас покупает Чимин. Это нейтральные и элегантные версии. Черной версии нет, как утверждают некоторые, не проведя предварительного исследования. Это показывает, что многие говорят без достоверной информации и просто полагаются на слухи или предположения. Печально видеть, как некоторые люди готовы на все, чтобы связать Чингука с Чимином, хотя прекрасно знают, что iPhone 17 Pro Max – очень популярный телефон, которым владеют многие благодаря его хорошей репутации и продвинутым функциям. У меня даже такая же модель Samsung, как у Шуги, которую я купила 2 недели назад, потому что у моего предыдущего Samsung были технические проблемы, и мне срочно нужно было его заменить, чтобы он работал и общался нормально. Теперь у меня такой же телефон, как у Шуги. Но это ничего не значит, кроме того, что мы оба выбираем хорошие продукты, отвечающие нашим повседневным потребностям. Насколько нелепо было бы, если бы кто-то начал говорить, что я девушка Шуги только потому, что у нас одинаковые телефоны. Потому что это явно абсурд и не основано на какой-либо реальности, это просто незначительное совпадение. Это не то, что можно считать парным телефоном, потому что сейчас ими пользуются очень многие люди, от студентов до профессионалов, которые просто ищут надежное устройство для своей повседневной деятельности. Отношения между Тэхёном и Чингуком гораздо глубже, чем просто вещи, которыми они владеют. Их истинная связь проявляется в их поступках, словах и времени, которые они проводят вместе, а не в телефонах, которыми они пользуются. Когда мы видим, как они поддерживают друг друга в трудные времена, как заботятся друг о друге, когда один из них болен или устал, или как радуются успехам друг друга, именно там мы видим настоящую дружбу между ними. Это то, что действительно имеет значение, то, что определяет отношения, а не гаджеты, которые они могут иметь случайно или по личному выбору, основанному на характеристиках продукта. Момент, когда Тэхён удивился, узнав, что Чингук не поет в душе, был невероятно особенным. Это продемонстрировало поведение, которое многие люди связывают с парами, которые очень хорошо знают друг друга. Реакция Тэхёна была совершенно искренней и честной. Было легко понять, почему он так себя повел, учитывая, насколько хорошо он был знаком с привычками Чингука, особенно учитывая, что они часто принимают душ одновременно или имеют схожие привычки. Такое понимание развивается только тогда, когда 2 человека проводят много времени вместе. Делиться личными моментами и проходить через повседневные дела, удивление Тэхёна не было притворством, это была естественная реакция человека, уже хорошо знакомого с привычками близкого ему человека. Между Тэхёном и Чингуком было много других моментов, демонстрирующих особую природу их отношений. Их связь кажется милой и естественной любому, кто внимательно следит за ними. Один из самых запоминающихся моментов произошел во время прямой трансляции, когда Чингук сказал, что вспотел и собирается принять душ. Тэхён тут же ответил, что тоже собирается принять душ. То, что Тэхён сделал дальше, было еще более показательным. Он схватил Чингука за руку и притянул его к себе, обняв в жесте, который ясно показывал, что он не хочет, чтобы Чингук уходил без него.
Тэхён очень открыто показал, что хочет быть рядом с Чингуком, не пытаясь скрыть своих намерений. Это продемонстрировало очень высокий уровень комфорта и доверия между ними. Еще один милый момент произошел во время исполнения песни «Are you sure?», когда Чингук, который готовил, сказал, что собирается быстро принять душ, но взял с собой телефон. Казалось бы, незначительная деталь, но на самом деле довольно интересная. Тэхён, который пользовался телефоном, вдруг решил, что ему тоже нужно принять душ, следуя уже много раз повторявшейся схеме. То, что произошло дальше, стало одним из самых обсуждаемых моментов среди фанатов. Дверь в ванную была заперта изнутри, и Тэхён терпеливо ждал, пока Чингук ее откроет. Это показывает, как естественно они делят свои привычки и личное пространство. Язык тела Тэхёна во время ожидания за дверью также очень завораживает. Выражение его лица, поза и особенно прямой взгляд, когда дверь наконец открывается, создают образ, который трудно игнорировать любому, кто понимает невербальное общение. Эти мелкие детали раскрывают уровень близости, который может быть построен только со временем и постоянным взаимодействием. Если кто-то все еще задается вопросом, почему Тэхён так удивился, когда Чингук сказал, что не пел в душе, ответ на самом деле довольно прост. Тэхён так хорошо знает привычки Чингука, что любое небольшое изменение в его распорядке дня сразу же кажется ему странным. Такие отношения не возникают за одну ночь, они развиваются медленно, проходя через множество общих переживаний, преодолевая трудности и становясь крепче с течением времени. То, что мы видим между Тэхёном и Чингуком, это форма привязанности, которая развивается естественным образом. Все остальное – лишь отвлекающий фактор, вещи, которые не могут изменить то, что действительно важно в их отношениях, настоящие моменты, которые они разделили, моменты, которые мы видели на протяжении всего их пути. Мы покупаем вещи, потому что они нам нравятся. Потому что они нам нужны, или потому что они полезны в нашей жизни, а не для того, чтобы посылать скрытые сигналы другим. Тэхён и Чингук построили очень особенную дружбу со временем, основанную на общих переживаниях, взаимной поддержке и искренней привязанности. Эти вещи нельзя определить по мобильному телефону или какому-либо предмету. Самое важное – это настоящая человеческая связь, отношения, построенные на доверии, единстве и взаимной заботе. Вот почему важно перестать искать скрытый смысл в простых вещах, таких как купленный кем-то мобильный телефон, и начать ценить дружбу такой, какая она есть. Отношения, которым не нужны материальные доказательства, чтобы быть настоящими и ценными. Искренние моменты, которыми они делились на протяжении всего своего пути, показывают, насколько особенны их отношения, взгляды, небольшие жесты и детали, которые, возможно, могут по-настоящему понять только два человека с крепкой связью. Каждый миг, проведенный вместе, каждая поддержка в трудные времена, каждая радость от празднования успехов друг друга, все это доказывает, что их отношения невероятно крепки. То, как они проявляют привязанность, это не постановочное представление. Это естественное выражение связи, которая росла с течением времени и опытом. Что всегда остается неизменным, так это суть их отношений. Прочный фундамент, который сохраняется даже с течением времени и изменениями в жизни. Небольшие доказательства, которые постоянно всплывают, только подтверждают то, что многие давно чувствовали. Тэхён и Чингук по-прежнему связаны, они остаются близкими, и они продолжают делиться важными моментами, даже если мир не всегда видит это напрямую. Способ, которым они выражают эту связь, может быть простым и незаметным, но он очевиден для любого, кто следил за их историей. Их умение общаться через мелкие детали показывает, насколько хорошо они понимают друг друга. И, возможно, это самый ценный аспект их отношений, их подлинность, их способность выстоять, несмотря на то, что говорят другие. Тэхён и Чингук показали, что настоящая связь не нуждается в постоянных объяснениях. Истинные отношения всегда найдут способ выжить, даже когда существуют границы или расстояние. В конце концов, остается история отношений, которые растут со временем, развиваются и сохраняют свою сущность, показывая, что дружба, построенная на прочном фундаменте, может выдержать неизбежные жизненные перемены.